Здравствуйте, близнецы! Сегодняшний таро-прогноз мы делаем для вашего знака зодиака. Сегодняшний расклад на неделю с 6 по 12 апреля. Давайте мы посмотрим, что же вам готовят предстоящая неделя. Какие вам карты сегодня выпадут, что произойдет у вас и к чему вам нужно быть готовыми. Я напоминаю, что это общий таро-прогноз, но надеюсь, что большинству из вас, здесь смотрящих это видео, этот расклад подойдет, окажется полезным. Поэтому пишите ваши комментарии, ваши отзывы оставляйте. Я буду очень и очень признательна вам за такую обратную связь. У нас сегодня в раскладе две колоды. Первая колода основная, вторая колода дополнительная. Она у нас для дополнения и уточнения основных карт. Мы на каждый день недели достанем по одной карте. Сначала из основной, а затем из дополнительной колоды для вас. И каждое сочетание с вами вместе, по мере того, как у нас карты будут появляться на столе, будем, соответственно, с вами разбирать. Итак, давайте посмотрим, что же происходит у воздушного знака зодиака Близнецы. Неделя с 6 по 12 апреля. Близнецы. Итак, понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, суббота, воскресенье. Итак, первая карта у вас карта Королева Пентаклей, карта земного знака. Может быть, важное значение будет иметь земной знак зодиака. Это Девы, Тельцы или Козероги. Но также здесь Королева Пентаклей, она держит монетку. Какие-то вопросы финансов, какие-то вопросы денег для вас могут быть достаточно актуальны, но при этом по семерке кубков вы рассматриваете варианты, возможности, вы думаете, как лучше поступить, какое лучше решение принять касаемо, допустим, работы, чтобы больше заработать или чтобы не потерпеть поражение какое-то, да, финансовое. То есть вы здесь стараетесь быть очень практичными, вы стараетесь принимать практичные решения, очень такие приземленные, понятные здесь по этой семерке кубков, соответственно. Но в целом семерка кубков, она о каких-то, да, сложностях, которые у вас могут быть связаны с этими вариантами. Ну, давайте посмотрим дальше, что здесь еще есть. Есть карта Принцесса Мечей, ваша воздушная стихия. Вы рассматриваете, опять-таки, какие-то возможности. Вы стараетесь разобраться в каком-то для вас важном вопросе, детализировать что-то, да, что-то порасспрашивать у других людей или найти какую-то информацию, соответственно, которая вас интересует. И также здесь у вас, может быть, какие-то шансы выпадают, но вот вы замечаете эти шансы и думаете, соглашаться на них или нет, решительно их принять или не стоит, или сделать вид, что не заметили эту возможность, да? То есть вот какие-то такие вещи могут быть. Также здесь честно могут вам высказывать люди то, что думают, что чувствуют, соответственно, и вместе с картой влюбленной, опять-таки у вас как выбор есть. Вот вы думаете, вам как действовать, исходя из того, что чувствует ваше сердце или ваш разум, да, логика, как лучше поступить. То есть вы взвешиваете эти варианты, пытаетесь понять, как лучше это сделать. Опять-таки это решение, оно повлияет не только на вас, потому что карта влюбленная показывает, что это решение влияет на тех, кто рядом с вами, на парные отношения, на вашу вторую половинку или на тех людей, с которыми вы общаетесь часто, друзей там, или на тех людей, с которыми вы работаете. То есть вот здесь такие вещи могут быть. И дальше карта Двойка мечей тоже, знаете, как варианты, и вы пытаетесь здесь понять, как лучше, но при этом вот вы стойко, может быть, пытаетесь не торопиться с решением каким-то или оттягивать принятие этого решения, может быть, защищать себя или закрывать себя от того, чтобы торопиться с каким-то действием, решением. Можете делать вид, что я чего-то не замечаю или не вижу, или давайте на потом отложим. То есть сдерживаете себя, чтобы какое-то действие предпринять. Или вот вам хочется что-то сказать, сделать, да, вы думаете, что вы можете кого-то обидеть этим действием, стараетесь это не предпринимать, да, или не высказывать то, что вы здесь думаете. Вот
что-то такое здесь, как сдерживание себя и своих эмоций в любовных или в дружеских отношениях, партнерских. Вот оно может присутствовать, когда вы не хотите здесь с кем-то поссориться по правосудию, не хотите каких-то конфликтов, не хотите как-то раскачивать эту чашу весов, да, в этот дисбаланс. То есть вам хочется спокойствия, вам хочется мира, хочется, чтобы все было как-то вот, чтобы никто ни с кем не спорил, ничего не доказывал, чтобы вас не втягивали в какие-то конфликтные ситуации, в какие-то вопросы с документами. То есть вот вам не хочется этого всего, вы себя стараетесь от этого удержать. Да, стойко стараетесь сохранять здесь эту стойкость. Дальше идет семерка мечей. Вы здесь можете бояться какой-то хитрости или обмана, или какой-то нечестности со стороны других людей. Вы можете предполагать, что то, что вы себе думаете, оно не совсем таким является, да, на самом деле, или вам приукрашают какую-то действительность по этой карте. И по принцессе кубков вы действительно здесь по принцессе кубков можете как будто бы либо иметь дело с водным знаком зодиака тоже, то есть раки, рыбы, скорпионы, либо здесь какие-то вот могут быть предложения, которые могут казаться вам сомнительными. То есть вот вы думаете, что вот вроде как такое милое, хорошее, да, предложение у вас вызывает определенный отклик, но вы боитесь обмана, боитесь какого-то нечестного к вам отношения или вот что-то в таком духе, что кто-то не совсем справедливо поступит в отношении вас, допустим. И дальше идет тройка жезлов. Это взгляд в будущее, размышления о том, к чему же вы хотите прийти, какие вы перед собой цели в конце концов ставите и каким образом, какими шагами, какими способами вы к ним можете прийти по этой тройке жезлов. То есть вы здесь хотите поддержки со стороны других людей на пути к этой вашей цели, хотите их участия, но при этом получаете ли вы эту поддержку? Да, то есть пока вы идете к этой вершине, которую вы себе наметили, или не получаете. Но в любом случае вы здесь стараетесь привлечь внимание других людей вместе с тройкой пентаклей тоже, как будто бы на совместную работу, на возможность о чем-то договориться, или там, если в кругу семьи или близких, чтобы совместно что-то делать, чтобы они вам помогли, там ваши дети, ваша семья, или в работе коллектив, чтобы вы вместе пришли к этой цели, каждый должен свою часть работы выполнять и делать это очень ответственно. Да, то есть вы здесь за вот такое вот сочетание, соответственно, да, вот этих усилий. Дальше идет карта мира, карта 21 в старших арканах. Это карта триумфа и какого-то успеха, который может у вас здесь произойти в субботу вместе с картой принц мечей, как раз потому, что вы настроены решительно, и здесь вы какие-то действия решительные предпринимаете, чтобы получить этот успех, соответственно, в субботу. Да, то есть что-то вам удается, но удается как раз благодаря тому, что вы действуете очень настойчиво, что вы в чем-то упорны, что вы в чем-то проявляете храбрость, смелость, преодолеваете препятствия, вот вы решаете какие-то вопросы, и, может быть, это вызывает восхищение у окружающих, мол, какие вы молодцы, как вы здорово поступили или что-то очень хорошо сделали. Дальше идет карта тройка мечей, вот на воскресенье страдания, переживания, какие-то вот тревоги, которые у вас почему-то могут быть в воскресенье, выпадают они при этом с тузом кубков, то есть переживания из-за каких-то событий радостных. Вы как будто бы по тройке мечей можете бояться какого-то конфликта или каких-то неприятностей, которые могут произойти в этот день, или какое-то новое начинание вас может беспокоить. Может быть, какое-то событие или какой-то подарок вас расстроит, как будто что-то вот вроде позитивное, но у вас вызывает оно по тройке мечей переживание, или вы как неприятность какую-то это воспринимаете, даже не знаю. Неприятность, тройка мечей, тройка мечей. Даже не знаю. Ну-ка, давайте, может, еще одну карту. Просто тройка мечей сама по себе как неприятность, боль, разбитое сердце, вот какие-то такие неприятные моменты, которые с тройкой связаны, но при этом в дополнение туз кубков. Может быть, он все-таки ее как будто бы смягчает и показывает, что туз кубков. Нет, башня все-таки. То есть что-то все-таки такое, знаете, здесь происходит не совсем для вас приятное, разочаровывающее, поэтому карта страдания, но при этом как будто изначально это преподносится как что-то хорошее, позитивное, как что-то радостное, да. Может быть, кто-то вас здесь, может быть, чем-то хочет порадовать, и это не удается. Или вот вы что-то здесь хотели бы новое начать,
очень позитивное, да, но оно не удается, и вас это может расстроить, как неудача, не получилось, не сложилось, вот, или какой-то конфликт возникает, потому что вы что-то хотели вот как будто сделать хорошее, как, да, вот такое вот с чистым сердцем, открытостью, а получилось не совсем хорошо, или кто-то из-за этого расстроился. Ну, даже не знаю, вот что это такое. Итак, дорогие мои, на этом сегодняшний таро-прогноз для вашего знака зодиака мы завершаем. Желаю всем всего самого хорошего. Берегите себя. До скорого.